Ну чё нюхать-то? Хорошие щи. На какое дело хочу покуситься, а каких пустяков боюсь. Хозяйки. Ну, должен ей кругом, ну и что? Впрочем, ну зачем я теперь иду? Разве я способен на это? Так, ради фантазии сам себя тешу. Игрушки. Даже зная, сколько шагов отсюда. Ровно 730. Но... Любопытно, чего люди больше всего боятся. Нового шага, нового собственного слова они всего больше боятся. Да, все в руках человека. Все то он мимо носа проносит. Единственное от одной трусости. Эй, ты шляпник! Немецкий шляпник! Я так и знал. Вот этакая какая-нибудь глупость, какая-нибудь пошлейшая мелочь весь замысел может испортить. Да, слишком приметная шляпа. Нужна фуражка. А не этот урод. За версту заметит, запомнит. Она улика. Ile czasu ja jeszcze mogę na to czekać? Kompletnie nie rozumiem, co się już piąty raz ci o tym mówię, stary. Я к нему пришел, а он все одно не отдает. Здешний дворник не видит. Это хорошо. Погодь, что-то в спину ступил. Стало быть, отсюда выезжают. Остается только одна квартира. Занятая. Да что со мной? Совсем нервы ослабели. Здравствуйте, Алена Ивановна. Раскольников, студент. Был у вас назад тому месяц. Что угодно-с. Вот. Я заклад принес. Да ведь и прежнему закладу срок. Еще третьего дня месяц как минул. Я вам еще проценты за месяц внесу. Потерпите. А в том моя добрая воля, батюшка, терпеть или вещь вашу теперь же продать. Много за часы дадите, Алена Ивановна? С пустяками ходишь, батюшка. Почитай, ничего не стоит. Рубля 4-то дайте. Отцовские я выкуплю. Я скоро получу. 1,5 рубля-с. И процент вперед, если хотите-с. 1,5 рубля. Точно так-с. Давайте. Это комод. Должно быть верхний ящик. Но у нее там еще один ключ есть на связке. Втрое больше всех. Он, конечно, не от комода.
Стало быть, еще есть какая-нибудь шкатулка или укладка. А впрочем, как это подло все. Коли по гривне в месяц с рубля, так за 1,5 рубля с вас 15 копеек, да за 2 прежних рубля с вас еще причитается 20 копеек. Всего 35. Стало быть, приходится вам теперь за часы ваши рубль 15 копеек. Как? Уже рубль 15 копеек? Точно так-с. Получите-с. Я к вам на днях еще приду и принесу хорошую вещь, папиросочницу серебряную. Вот тогда и говорить станем, батюшка. Ступайте. Чистота какая. Ступайте, ступайте. Не пылинки. Лизаветина работа. А вы все дома одна сидите? А сестрица ваша где? А какое вам дело до нее будет, батюшка? Ничего особенного. Так спросил. Прощайте, Алена Ивановна. Ступайте, ступайте, ступай. На Фатеров, Да на Невском брось, да не водопровод. оставь, да я тебе сколько говорю, не Работать не останешься ты будет. без Да, работы, да. не останешься. Я знаю, как не останется. Будешь таскать, О, как Боже. так. Как это все отвратительно. Грязно. Пакостно. Гадко. Гадко. Пиво ему, да ты чина на себе не имеешь! Я не имею! Да ты чина не имеешь! Это ты не имеешь! Целый год жену ласкал, целый год жену ласкал. Осмелюсь ли, милостивый государь мой, обратиться к вам с разговором приличным? Мармеладов, такая фамилия. Титулярный советник. Осмелюсь узнать, слушать, изволили? Нет, учусь. Студент, стало быть, или бывший студент. Так я и знал, так я и думал. Опыт, милостивый государь, неоднократный опыт. А позвольте... Бедность, милостивый государь, это не порокс. Знаю я, что и пьянство не добродетель, и это тем паче. Но нищета, милостивый государь, нищета, порокс. Случалось вам, молодой человек, и спрашивать денег взаймы безнадежно. Случалось. То есть как безнадежно? То есть безнадежно вполне заранее зная, что сей человек ни за что вам денег не даст. Ибо зачем, спрашиваю, он даст?
Ведь он знает же, что я не отдам. И вот зная заранее, что не даст, вы все-таки отправляетесь в путь и... Для чего же ходить? А если не к кому? Если некуда больше идти? Ведь надобно, чтобы всякому человеку хоть куда-нибудь можно было пойти. Когда единородная дочь моя по желтому билету пошла, ибо дочь моя по желтому билету живется. Ничего, ничего, милостивый государь, ничего. Пусть все человек. Пусть я свинья. Еще бы. Пусть я подлец. А Катерина Ивановна, супруга моя особо образованная, его рожденная штаб-офицерская дочь. Вдовой уже взял ее с 3 детьми, мало-мало меньше. Плача и рыдая, и руки ломая, пошла. Ибо некуда было идти. По Подьяческой пошел, свою прежнюю нашел. А тем временем возросла и дочь моя Соня от первого брака. И что вытерпела она от мачехи своей, о том я умалчиваю. Теперь же обращусь к вам, молодой человек, с вопросом приватным. Много ли может, по-вашему, бедная, но честная девица честным трудом заработать? 15 копеек в день не заработает. Да, 15 копеек. И то рук не покладая. А тут ребятишки голодные. И вижу я часу этак в 6 Сонечка встала, одела бурнусик и с квартиры отправилась. А в 9 часу обратно назад пришла. Пришла и Катерине Ивановне. И на стол перед ней 30 целковых выложила. Ни словечко при этом не вымолвила. Только надела на голову наш большой трододамовый зеленый платок, легла на кровать лицом к стене. Да, я тогда лежал пьяненькая. Хуторок давай! Продавец водки! Пожалуйтесь, огурцы есть, сухари черные, рыба копченая. Не сиди, Обслужи. пшел. Глядите на меня. 5-й день из дому. И службе конец. И вицмундир в распивочной у египетского моста лежит. И взамен чего получил сие одеяние. И всему конец. Сегодня у Сони
на похмелье ходил просить. Неужели дала? Вот этот самый полуштовс на ее деньги ей куплен. 30 копеек вынесла последние, я сам видел. Ну, сударь, жаль вам теперь меня или нет? Ну, говори, сударь, жаль или нет? А что тебя жалеть-то? Жалеть? За что? Зачем меня жалеть? Да меня жалеть не за что. Меня распять надо на кресте, а не жалеть. Ну, он пожалеет. Он, кто всех пожалел, и кто всех и вся понимал. Он единый, и он судья. Рассудил, судья. Зараза. Я катать в ночи. Он вас глаголит и нас. Выходите, скажет вы. Выходите пьяненькие, выходите слабенькие, выходите соромники. И скажет: свиньи вы, образы звериной печати. Вот. Ну, приедете и вы. И прострет нам руцы свои, и мы припадем. И заплачем, и все поймем. Господи, Господи, да приедет царствие Твое. Пойдемте, сударь. Доведите меня. Я ведь не того боюсь, что на волосы драть начнет. Волосы вздор, это ничего. Пусть побьет. Пусть. Душу отведет. А я глаз ее боюсь. Да-да, глаз. Красных пятен на щеках тоже боюсь. И дыхание. Знаешь, какое в этой болезни дыхание при взволнованных чувствах. Детского плача тоже боюсь. Выше, сударь. 4-й этаж. Квартира Амалии Федоровны Липевексель. 7 треф. Полдневный жар Налейка. в долине Дагестана, свинцом в Мизер. груди лежал недвижим я. Воротился. Голодник, зверг, где деньги? Где деньги? Что у тебя в кармане, показывай. И платье не то. Где платье? Где деньги? Господи, где? Началось. Говори. Неужели все пропил? 12 целков, Господи. Погодите, еще Амалия не услыхала. Это мне наслаждение. И это мне не в боль, а в наслаждение милостивый государь. Все пропил. Все пропил. Треклятая жизнь. Опять шкандаль. Гott der Баденгерцоге. Опять шкандаль. И ты с ним пил. Не стыдно? Вон.
За квартиру Гельта не платила такой манер. Завтра марш квартир. Амалия Людвиговна, я прошу помнить. Я раз на прежде, я не Амалия Людвиговна, я... Прошу вас Амалия помнить. Ивановна, я сказал раз. Вставай! Чё спишь-то? 10 час. Хошь чайку-то. От хозяйки, что ли? Какой от хозяйки? Мой. А Прасковья Павловна в полицию на тебя хочет жалиться. В полицию? Что ей надо? Денег не платишь, Из квартиры не сходишь. Известно, что надо. Не кстати. Дура она. Сегодня зайду к ней поговорю. Дура-то она дура. А ты что, умник? Лежишь, как мешок. Прежде, говоришь, детей учить ходил, а теперь По что ничего не делаешь? Я делаю Что делаешь? работу. Какую работу? Думаю. Денег-то много, что ли, надумал? За детей медиа платят. За копейки что сделаешь? А тебе что? Сразу весь капитал надо? Да. Весь капитал. ну ты помаленьку, а то испужаешь. Да. Забыла. Тебе ведь письмо вчера пришло. Давай скорей. Угу. Почтальону 3 копейки своих отдала. Вот бери. Только уйди скорее, ради бога. Уйди. Милый Родя, вот уже 2 месяца, как я не могу побеседовать с тобой письменно. Но не обвиняй меня в этом. Когда ты написал, что слышал, как будто Дуня терпит в доме господ Свидригайловых очень много грубости, что я могла написать тебе? Дело в том, что она, вступив в прошлом году в этот дом гувернанткой, взяла у них вперед целых 100 рублей. Для того, чтобы выслать тебе 60 рублей. Тогда обманули, что из купленных Дунечкой прежних денег. Стало быть, нельзя было оставить место, не расплатившись толком. Ибо сам Свидригайлов обходился с Дунечкой очень грубо. Делая ей разные неучтивости, насмешки. Но, наконец, не удержался. Осмелился и сделал Дунечке явное гнусное предложение. Обещаю бросить все и уехать с нею за границу. Долг, щадя Марфу Петровну, пришлось бы поселить в семействе Раздор. Свидригайлов. Развязка. Неожиданная. Марфа Петровна нечаянно подслушала своего мужа, умолявшего Дунечку в саду, и, поняв все превратно, во всем же ее и обвинила. Ужасная сцена, даже Дунечку ударила, тотчас же в город, на крестьянской телеге. Господи, да что ж это такое? Целый месяц по городу ходили сплетни. Все знакомые перестали кланяться, хозяева стали требовать, чтобы с квартиры съехали. 1,5 месяца уж как она дома, а месяц назад.
А месяц назад. Алена Ивановна? Здравствуйте. Мне адрес ваш Покорев дал. Студент. А моя фамилия Раскольников. Я вам тут вещь одну принес. Вот. Я выкуплю. Скоро. Я, собственно, это подарок сестры. 2 рубля. Как 2 рубля? И того не стоит. Его и новый у ювелира за 1,5 купить можно. Давайте. Опа! Партия! С тебя чай. Не разорюсь. Что, Алена Ивановна выручила? Покровительница студентов? Да хоть бы и так. Славная она, у нее всегда можно денег занять. Богата, как крест. Может сразу 5000 выдать, а и рублевым закладом не брезгует. Только стерва ужасная. День просрочишь, и все, пропал заклад. Притом сделал уже свое завещание, все деньги в монастырь. На вечный помин души. Ну, а ты-то откуда знаешь? Лизавета, сестра ее сводная. Как это странно. Такое совпадение. Я оттуда, а не про нее. Что это? Случайность или указание? Нет, вот что я тебе скажу. Я бы эту проклятую старуху убил и ограбил. Уверяю тебе, без всякого зазора совести. Нет, стой, я, конечно, пошутил. Но смотри, с одной стороны, глупая, ничтожная, злая старушонка, а с другой стороны, сотни тысяч семей, гибнущих в нищете. За одну жизнь 1000 жизней, спасенных от гниения и разложения. Одна жизнь и 100 жизней взамен. Да ведь тут арифметика. 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 1 жизнь и 1000 жизней. Все это я уже слышал. Все эти молодые разговоры. Но почему именно этот услышал тогда? Почему так легко отыскиваются почти все преступники? Что, невозможно скрыть следы? Нет. Причина в самом преступнике. Почти всякий подвергается какому-то упадку воли и затмению рассудка. Это как болезнь. Ну вот и все. Заклад. Нет. Топор. Конечно, топор. У хозяйки есть. Достать легко. А как по улице нести? Под пальто спрятать. И что же, рукой придерживать? Нет, приметно. Петля. Лезем в петлю. Вот так, вот так. А потом через карман можно ручку придерживать, чтобы не болталось. И это уж не будет, не может быть приметно. Господи, какая нелепость. Ой, чудовищно. Невозможно. Впрочем, это же я только так мечтаю. Помнишь разговор о преступлении? Только со мной никакой болезни не будет. Не может быть. Потому что это не преступление. Все это способствовало и тому неожиданному случаю, через который теперь меняется, я должна тебе сказать, вся наша судьба. Узнай, милый Родя, что к Дуне посватался жених, и что она успела уже дать свое согласие.
Уже? Когда? Петр Петрович Лужин, надворный советник, дальний родственник Марфы Петровны, был принят? Пил кофе? На другой же день прислал письмо, предложение, просил скорого решительного ответа. На другой же день. Служит в 2 местах, уже имеет свой капитал, человек положительный, но враг предрассудков. При 2-м визите, уже получив согласие... Что? Что? Не бывать этому браку, пока я жив. Не бывать. К черту господина Лужина. Нет, мамаша. Нет, Дуня. Не обмануть меня вам. В разговоре он как-то выразился, что уже прежде, не зная Дуни, он положил взять девушку честную, но бесприданного. Ту, которая успела испытать бедственное положение, потому как, объяснил он, муж никогда не должен быть обязан своей жене, а гораздо лучше, если жена будет почитать мужа своего за благодетеля, но он как-то высказался мягче. Я помню лишь одну только мысль, но все-таки мне показалось, что как-то это немного резко. Ах, немного? Мамаша. Но Дуня-то, Дуня что? Слова — это не дело, маменька. Он человек, хотя и небольшого образования, но умный. И, кажется, добрый. Кажется. И за это, кажется, она замуж идет. Петр Петрович теперь спешит в Петербург. У него там большие дела. Он собирается открыть публичную адвокатскую контору. Уже решено, я и Дуня. Скоро выезжаем в Петербург. Может быть, даже через неделю. Петр Петрович был так добр, что взял на себя часть издержек, а именно переправить нашу поклажу в большой сундук, там, как через знакомых. И тут поднадул немножко. Это дешевле проезда, а пожалуй, что и за даром пойдет. До железной дороги от нас 90 верст. Я уже договорилась с мужичком-извозчиком. В телеге, в рогоже крытой, невеста. А там приблагополучно доберемся 3-м классом. 1000 верст. А ведь это ваша невеста, господин Лужин. Надо подумать еще и о приезде в Петербург. Нельзя ж появиться без гроша в кармане. Ну, хотя бы на первые дни. Да на что же вы надеетесь, мамаша? А? Я, как ты знаешь, иногда занимаю в счет пенсиона у местного купца Афанасия Ивановича Вахрушина. У Вахрушина? В счет пенсиона? А потом? А теперь, когда все узнали, что Дуня выходит замуж за Петра Петровича, мой кредит увеличился, и Афанасий Иванович мне даже до 75 рублей поверит. Так что на днях я тебе рублей 25 или даже 30 вышлю. Вот. Вот в чем вся штука-то. Не о себе они думают. Не для себя Дуня замуж выходит. Ну, конечно. Не с его, не с ее стороны. Господи. Здесь особой любви нет. А что же есть? Уважение? К Лужину? Да ведь он вам ясен, Авдотья Романовна. Он вас не в жены берет. В наложницы законные. Ты один у нас. И у меня, и у Дуни. Ты наше все. Вся надежда. Все упование наше. Да что же вы в самом-то деле обо мне-то подумали?
Нет, Дунечка, нет, мамаша. Не хочу я ваши жертвы, не принимаю. Не бывать тому, пока я жив. Не бывать. Не бывать. Не бывать. А что же я сделаю, чтобы этому не бывать? Эй, вы, Свидригайлов, вам чего тут надо? Убирайтесь, вот что. Да как ты смеешь, каналья? Полно, господа, не извольте драться в публичных местах. Вы чего? Вам чего надо? Кто таков? Вас-то мне не надо. Я бывший студент Раскольников. Пойдемте-ка я вам что-то покажу. Видите? Совсем пьяная. Кто ее знает, из каких они похожи, что по ремеслу. Вернее всего, напоили и обманули где-нибудь в первый раз, понимаете? И на улицу пустили. Ведь ее одевали, а не сама одевалась. А теперь смотрите сюда. Уж мне поверьте, он следил за ней. И ждет. Как только я уйду, как бы нам ее не дать, а домой ее отправить, а? Не дать-то им можно с... Барышня? А, барышня? Где изволите проживать? Пшла! Ах, как нехорошо. Стою. Стыд-то какой. Вот ведь, вот так, беда. Вот 20 копеек. Возьмите извозчика и велите ему доставить ее по адресу. Так бы они сказали, куда их предоставить, а то... барышня, барышня, куда прикажете? Где изволите квартировать? Фу, бесстыдники пристают. Не беспокойтесь, не дамся. Послушайте, эй! Оставьте! Чего вам, бросьте! Пусть его позабавится! Вам-то чего? «20 копеек мои унес. Ну и пусть того же господина возьмет. Да и отпустит с ним девочку. Тема кончится. И чего я ввязался? Да пусть их переглотает друг друга живьем. Бедная девочка. А впрочем, это говорят так и следует. Такой процент, говорят, должен уходить каждый год куда-то. К черту, чтобы остальным не мешать. Процент. А что, коли Дунечка в процент попадет? Молишься ли ты Богу, Роди, по-прежнему? Вспомни, милый, как еще в детстве, при жизни твоего отца, ты лепетал молитвы свои у меня на коленях. И как мы все тогда были счастливы. Серж! Папочка, за что же они бедную лошадку бьют? Пьяные шалят. Не смотри.
Не смотри, сынок. Пойдем. Рода. Слава Богу. Боже, да неужели ж я в самом деле возьму топор, стану бить по голове, размажу ей череп, буду скользить в липкой теплой крови? Нет, я не вытерплю. Не вытерплю. Пусть никаких сомнений в расчетах, пусть арифметика, но я же все равно не решусь. Ведь я знал же, что не вынесу. Так чего же я до сих пор себя мучил? Господи, покажи мне путь мой, а я отрекаюсь от этой проклятой мечты моей. Господи, свобода, свобода. Вы, Елизавета Ивановна, и порешили самолично. Приходите-ка завтра в часу 7, и те продавцы прибудут. Эк, ведь вам Алена-то Ивановна страху-то задала. Да вы ей ничего и не говорите. Сейчас зайдите к нам, не прощаясь. Оно дело выгодное. Потом и сестрицы сами могут сообразить. Зайти? Я говорю, в 7 часу. Самоварчик поставим. Завтра. В 7. Я говорю, в 7 часу. Завтра. В 7. Неужели 6 часов пробило? Воля и рассудок. Настасья, конечно, уже у соседей. Или в лавочке. А если я приду через час, а она уже вернулась? Как положить топор обратно в кухню? Впрочем, это мелочи. Мелочи. Главное – воля и рассудок. Из чего я взял, что ее непременно в эту минуту не будет дома? Почему? Почему я так, наверное, это решил? И какой случай
навсегда потерял. Эй, дворник! Не рассудок, так бес. Неужели 7:30? Быть не может. Верно, бегут. Давай, распрягай. Пройдет. Какого пройдет? Пройдет. Да вон уже сыплется А я у говорю, тебя. пройдет. Распрягай, говорю. И не подумаю. Да, нечего со мной спорить. А? Давай, распрягай. И не Видишь, подумаю. проходит. Сказал не... Митька! 8-то скоро? А ты торопишься, что ли, куда? Принцессы ждут. Да ну тебя к лешему. Откуда они тут? Ну ничего. Над ними 2 этажа. Не в усилии. Не бледен ли я очень? Не подождать ли еще, пока сердце не перестанет